Добрый день. Сегодня мы поговорим об историях, о том, почему мы их рассказываем, почему слушаем и почему они работают так, как работают. Начну с факта, который кажется очевидным, но при ближайшем рассмотрении оказывается странным. Люди рассказывают истории. Все люди, во всех культурах, во все времена, о которых нам известно. Нет ни одного известного человеческого общества без историй. Охотники-собиратели рассказывают истории у костра. Земледельцы передают мифы из поколения в поколение. Городские жители смотрят сериалы, читают романы, играют в нарративные игры. Форма меняется, суть остается. Это требует объяснения. Рассказывание историй занимает время и энергию, слушание историй тоже. Эволюция безжалостна к бесполезным тратам ресурсов. Если бы истории были просто развлечением без функции, мы бы, вероятно, утратили эту склонность за сотни тысяч лет, но мы не утратили. Значит, истории для чего-то нужны. И сегодня мы поговорим о том, для чего. Есть соблазн думать об историях как о чем-то дополнительном. Есть реальность, факты, данные, логика, а есть истории. Украшение, упаковка, способ сделать скучное интересным. Сначала информация, а потом нарратив, как опция. Исследования последних десятилетий показывают, что это неверно. История не упаковка для информации. История – это способ, которым человеческий мозг организует понимание мира. Когнитивный психолог Джером Бруннер утверждал, у нас есть два фундаментально разных режима мышления. Парадигматический, логический, категориальный, работающий с абстракциями и доказательствами, и нарративный, работающий с действиями, намерениями, причинами и следствиями во времени. Оба режима нужны, но нарративный более базовый. Дети начинают мыслить нарративно до того, как осваивают логику. Взрослые возвращаются к нарративу, когда логика не справляется. Мы, по выражению Бруннера, «homo narrans» – люди рассказывающие. Сегодня мы разберем, почему это так, что это значит для тех, кто создает истории в видеоиграх, в настольных ролевых или любом другом медиа. Начнем с наблюдения, которое каждый может проверить на себе. Истории запоминаются лучше, чем факты. Психолог Роджер Шенк, один из пионеров искусственного интеллекта, провел годы, изучая, как люди запоминают и передают информацию. Его вывод был категоричен. Человеческая память организована вокруг историй. Вот эксперимент, который вы можете провести мысленно прямо сейчас. Я назову вам несколько фактов о французской революции. Она началась в 1789 году, Людовик XVI был казнен, Робеспьер возглавлял Комитет общественного спасения. Термидорианский переворот произошел в 1794. А теперь вспомните любой фильм или книгу о французской революции. Конкретную сцену. Персонажа в момент выбора. Диалог. Что из этого вы вспомните через неделю? Через год? С огромной вероятностью сцену, не даты, потому что сцена – это история, а дата – данные. Почему так происходит? Шенк предложил объяснение. Мы запоминаем то, что можем связать с уже существующими историями в нашей памяти. Новая информация не записывается на чистый лист. Она встраивается в существующую структуру, а структура человеческой памяти – это сеть историй, личных переживаний, услышанных рассказов, культурных сюжетов. Когда вы слышите новую историю, мозг автоматически ищет, на что это похоже, какие истории из моего опыта резонируют с этим. Эти связи и есть запоминание. Чем больше связей, тем прочнее память. Абстрактный факт «Робеспьер был казнен» не за что зацепиться. Это точка без связей. А история о человеке, который начал с идеалов, получил абсолютную власть, стал тираном и погиб, от того же механизма, который сам запустил, это узор, который резонирует с десятками других историй о власти и падении. Каждый резонанс – это связь. Каждая связь – это закрепление в памяти. Практический вывод. Если хотите, чтобы информация запомнилась, превратите ее в историю. Не потому, что это красивей, а потому что так работает память.
Следующий вопрос. Что делает набор событий историей? Почему король умер, потом королева умерла – это хроника, а король умер и королева умерла от горя – это история? Разница в причинно-следственных связях. История – это не просто последовательность событий во времени. Это цепочка событий, связанных причинностью. Одно событие вызывает другое, которое вызывает третье и так далее. Психолог Фриц Хайдер еще в 40-х годах показал, что люди автоматически приписывают причинность даже тому, где ее не было. В знаменитом эксперименте людям показывали анимацию с геометрическими фигурами, треугольниками и кругом, которые двигались по экрану. Участники неизменно описывали происходящее как историю. Большой треугольник преследует маленький, круг пытается спрятаться, они дерутся. Никакого сюжета в анимации не было. Просто движение фигур по заданным траекториям. Но человеческий мозг не может смотреть на последовательность событий, не выстраивая из них историю. Мы запрограммированы видеть причины и намерения. Эта склонность видеть причинность везде имеет эволюционный смысл. В мире наших предков понимание причин было вопросом выживания. Почему лев напал? Что вызвало болезнь? Какие действия вождя привели к победе или поражению? Тот, кто умел выстраивать причинно-следственные цепочки, мог предсказывать будущее, планировать действия. Тот, кто не умел, реагировал на события как на случайности и чаще проигрывал. Но в мире полном неопределенности строить точные причинно-следственные модели сложно. Нужен был когнитивный инструмент попроще и понадежней. И этим инструментом стали истории. История берет сложную многофакторную реальность и упрощает ее до понятной цепочки. Это случилось потому, что случилось то, что случилось потому, что он сделал это. Это упрощение не точно, но оно полезно. Оно дает модель для понимания и предсказания. Вот почему мы так любим истории с четкой причинностью. Он предал друга, поэтому остался один, поэтому проиграл. Это нереалистично, в жизни все гораздо сложнее. Но это удовлетворяет нашу потребность в понятном мире. Теперь к функции, которая особенно важна для понимания игр. Истории – это симулятор опыта. Психолог Кит Оутли, изучающий психологию фикшена, называет художественную литературу симулятором полета для социальной жизни. Когда вы читаете роман или играете в нарративную игру, вы проживаете опыт, который в реальной жизни мог бы стоить вам очень дорого или был бы и вовсе недоступен. Вы можете пережить предательство близкого друга, не теряя реального друга. Можете принять решение, которое приводит к гибели невиновных, никого не убивая. Можете испытать триумф героя, не рискуя жизнью. Можете исследовать, каково быть злодеем, не становясь им взаправду. Это не просто развлечение. Исследования Оутли показывают, люди, которые много читают художественную литературу, показывают лучшие результаты в тестах на эмпатию и социальное понимание. Не потому, что эмпатичные люди любят читать, а потому что чтение тренирует эмпатию. История дает опыт без риска, а опыт, даже симулированный, меняет того, кто его получает. Это объясняет, почему мы ищем в историях не только приятное, но и страшное, грустное, тревожное. Рационально зачем смотреть хоррор, если будет страшно? Зачем читать трагедию, если будет грустно? Если бы истории были только про удовольствие, мы бы потребляли только комедии с хэппи-эндом, но истории – это симулятор. А хороший симулятор должен готовить к разным ситуациям, а не только приятным. Страх, горе, тревога – это эмоции, с которыми нужно уметь справляться. И безопасная тренировка через историю – эффективный способ научиться. Когда ребенок слушает страшную сказку и переживает за героя, он тренируется управлять страхом в безопасной обстановке. Когда взрослый смотрит фильм о потере и плачет, он проживает горе, которое в реальности было бы разрушительным. Это, кстати, объясняет, почему катарсис, очищение через сопереживание, работает. Аристотель описал его 2500 лет назад, и он был прав. Проживание сильных эмоций через историю что-то делает с нами. Не просто развлекает, обрабатывает, интегрирует, готовит.
Теперь, что происходит в мозге, когда мы воспринимаем историю? Здесь особенно интересно исследование нейроэкономиста Пола Зака. Зак изучал, как истории влияют на уровень нейромедиаторов. Он обнаружил, что хорошо рассказанная история вызывает выброс окситоцина, нейропептида, связанного с доверием, эмпатией и социальной связью. В одном эксперименте участникам показывали видео. Отец рассказывает о своем сыне, больном раком. История имела классическую структуру: завязка, нарастание напряжения, кульминация. После просмотра у участников был повышен уровень окситоцина, и, что важнее, они были более склонны жертвовать деньги на благотворительность для больных детей. Контрольной группе показывали видео с тем же отцом и сыном, но без нарративной структуры. Просто день в зоопарке. Информация о болезни та же, но без истории нет выброса окситоцина, нет изменения поведения. История буквально меняет химию мозга, и эти химические изменения влияют на решения и действия. Еще более удивительное открытие – нейронное сопряжение между рассказчиком и слушателем. Исследователи из Принстона под руководством Ури Хассена сканировали мозг человека, рассказывающего историю, и мозги людей, которые эти истории слушали. Они обнаружили, паттерны активации в мозге рассказчика и слушателей синхронизируются. Более того, степень синхронизации предсказывала, насколько хорошо слушатель поймет и запомнит историю. Чем сильнее мозги сопрягались, тем эффективнее передавалась информация. При успешной коммуникации мозг слушателя даже начинал предсказывать. Паттерны активации появлялись раньше, чем соответствующие слова были произнесены. Слушатель буквально думал вперед рассказчика, предвосхищая историю. Это означает, что история не просто передача информации. Это временное объединение сознаний. Рассказчик и слушатель на время становятся общей когнитивной системой. Для тех, кто создает истории, это важно понимать. Вы не просто доносите информацию, вы создаете условия для слияния сознаний. Теперь к вопросу, который волнует каждого, кто создает истории. Почему некоторые сюжеты работают универсально? Нельзя обойти Джозефа Кэмпбелла и его концепцию мономифа, изложенную в книге «Герой с 1000 лиц». Кэмпбелл, изучая мифы разных культур, обнаружил повторяющуюся структуру, которую назвал «путешествие героя». Герой живет в обычном мире, получает зов к приключению, сначала отказывается, потом принимает, пересекает порог в особый мир, проходит испытания, встречает союзников и врагов, достигает сокровенной пещеры, где сталкивается с главным испытанием, получает награду, возвращается в обычный мир, сам при этом измененный. Эта структура в мифах Древней Греции и «Звездных войнах», в народных сказках и в видеоиграх, в религиозных текстах и голливудских блокбастерах. Сразу оговорюсь, Кэмпбелл не ученый в строгом смысле. Его метод – сравнительная мифология, а не эмпирическая психология. Многие его утверждения непроверяемы, но паттерн, который он описал, действительно встречается поразительно часто. Почему эта структура повторяется? Есть несколько объяснений, не обязательно исключающих друг друга. Первое – юнгианское, которое принимал сам Кэмпбелл. Мономиф отражает архетипы коллективного бессознательного, врожденные психические структуры. Это красивая идея, но научно непроверяемая. Второе – когнитивное. Структура мономифа соответствует структуре человеческого опыта решения проблем. Мы сталкиваемся с вызовом, сначала сопротивляемся, потом принимаем, ищем ресурсы, преодолеваем испытания, достигаем результат и интегрируем опыт. Мономиф – это просто нарративная кодировка универсального паттерна действия. Третье – эволюционное. Истории, которые помогали выживанию, воспроизводились чаще. История о том, как герой преодолел страх и победил – это руководство к действию, модель для подражания. Культуры, которые рассказывали такие истории, лучше готовили молодежь к вызовам и имели преимущество. Независимо от объяснения, практически вывод один – некоторые структуры резонируют с человеческой психикой сильнее других. Это не значит, что нужно рабски следовать формуле, но полезно понимать, почему формула работает.
Помимо мономифа, исследователи пытались классифицировать базовые сюжеты. Кристофер Букер в книге «7 базовых сюжетов» выделяет победу над монстром, из грязи в князи, квест, путешествие и возвращение, комедию, трагедию, перерождение. Другие исследователи предлагают другие классификации. Курт Воннегут шутливо рисовал формы историй как графики, где по оси Y – благополучие героя, а по оси X – время. Получались характерные паттерны. Человек в яме – падение и выбирание, Золушка – подъем, падение, подъем, от плохого к худшему – непрерывное падение. Недавние исследования с использованием машинного обучения проанализировали тысячи текстов и обнаружили 6 эмоциональных траекторий, которые охватывают большинство историй. Подъем, падение, падение, подъем, подъем, падение, подъем, падение, подъем, падение, подъем, падение. Конкретные классификации различаются, но сам факт, что классификация возможна, говорит о многом. Пространство истории не бесконечно. Оно структурировано, и понимание этой структуры – рабочий инструмент. Теперь, как все это применяется к играм? И здесь есть фундаментальное отличие от пассивных медиа. В книге или фильме автор полностью контролирует историю. Он решает, что происходит, когда и в каком порядке. Структура фиксирована, оптимизирована, выверена. В игре, особенно в настольной ролевой, игрок влияет на историю. И это создает напряжение. С одной стороны, мы хотим, чтобы история была хорошей, имела структуру, причинность, эмоциональные арки. С другой, мы хотим, чтобы игрок чувствовал agency, влияние на происходящее. Это не противоречие, которое нужно решить. Это напряжение, с которым нужно работать. Полностью линейная история в игре – это плохое использование медиума. Зачем делать игру, если можно было бы снять фильм или написать текст? Полностью свободная песочница без нарративной структуры – это тоже проблема. Большинство игроков потеряются, не будут знать, что делать, не получат удовлетворения от бессмысленных действий. Лучшие игровые нарративы находят баланс. Структура направляет, но не диктует. Игрок чувствует свободу, но эта свобода существует внутри значимой рамки. Одна из самых интересных возможностей игр – это эмерджентный нарратив. История, которую не написал автор, а которая возникла из взаимодействия системы игрока. В Dwarf Fortress никто не писал историю о том, как ваш любимый дварф сошел с ума после смерти питомца и устроил побоище в столовой. Но система игры, психология дворфов, социальные связи, случайные события создали условия, в которых эта история произошла. И она ваша. Вы ее не читали, вы ее прожили. Эмерджентные истории часто мощнее авторских, потому что они уникальны. Только у вас случилось именно это, потому что они непредсказуемы. Вы не знали, что это произойдет, и потому что в них есть ваше участие. Ваши решения повлияли на результат. Но эмерджентные истории требуют работы от игрока. Нужно уметь видеть историю в хаосе событий, достраивать причинность, создавать нарратив. Не все игроки это умеют или хотят. Для авторского нарратива игроку достаточно следовать. Для эмерджентного нужно соавторствовать. Настольные ролевые игры, возможно, идеальная среда для нарратива, потому что в них есть человек-ведущий, который может делать то, что не может алгоритм. Ведущий адаптирует историю в реальном времени. Он видит, что игрокам интересно, что скучно, какие темы резонируют, и корректирует историю на лету. Ведущий достраивает причинность. Когда игрок делает что-то неожиданное, ведущий не говорит «это не предусмотрено», он интегрирует действие в историю, находит ему смысл и последствия. Ведущий управляет темпом, ускоряет, когда нужно напряжение, замедляет, когда нужно проживание. Это то, что фиксированные медиа не могут делать. Темп в них задан заранее. И главное, ведущий создает пространство для соавторства. Лучшие моменты в настольных ролевых играх – это не когда ведущий рассказал свою историю, а когда игроки и ведущие вместе создали историю, которую никто из них по отдельности не мог бы придумать. Это не делает настольные ролевые игры лучше других медиа, но делает их уникальными. Нигде больше нет такой степени нарративной адаптивности.
Переходим к практическим принципам. Что делает историю работающей? Первый принцип – история движется к конфликтам, не обязательно дракой или войной, конфликтом в широком смысле, столкновение желаний, несовместимость целей, препятствия на пути к желаемому. Без конфликта нет истории. Они жили счастливо – это не история, это эпилог. История – это то, что происходило до счастливо, когда счастье было под вопросом. Конфликт создает напряжение. Напряжение удерживает внимание. Мы хотим знать, чем закончится, потому что исход не определен. В играх конфликт часто очевиден – бой, противостояние, конкуренция, но более глубокие истории строятся на внутренних конфликтах. Персонаж, который должен выбирать между долгом и привязанностью, который не уверен, правильно ли поступает, который хочет двух вещей, но может получить только одну. Внешний конфликт дает действие, внутренний конфликт дает глубину. Лучшие истории комбинируют оба. Второй принцип – ставки. Должны быть ставки. Что-то должно быть на кону. Конфликт без ставок – это не история, а упражнение. Почему нас должно волновать, кто победит, если победа и поражение ничего не меняют? Ставки могут быть разными. Жизнь и смерть очевидны, но далеко не единственный вариант. Отношения, которые могут быть потеряны, идентичность, которая может быть разрушена, мир, который может измениться необратимо, принципы, которыми, возможно, придется поступиться. И ставки должны быть понятны аудитории, не обязательно проговорены вслух, но ощутимы. Зритель или игрок должен понимать, если герой проиграет, случится вот это. И это вот это должно вызывать эмоциональный отклик. В играх есть соблазн обесценить ставки через сохранение и загрузки. Сейв, лоуд, провалил квест, переиграл. Но когда смерть ничего не стоит, и победа ничего не стоит. Рогалики и игры с режимом перманентной смерти работают именно потому, что восстанавливают ставки. Третий принцип – в хорошей истории персонаж меняется. Это не обязательно, есть жанры, где герой статичен. Джеймс Бонд, Шерлок Холмс, многие комиксовые супергерои, но это особый случай, требующий компенсации в других элементах. В большинстве же историй мы хотим увидеть арку персонажа, трансформацию от начала к концу. Трус становится храбрым, эгоист учится заботиться о других, наивный обретает мудрость или наоборот. Герой падает, развращается, теряет себя. Направление может быть любым, главное – движение. Почему это важно? Потому что изменение персонажа – это и есть смысл истории. То, ради чего все происходило. Конфликты ставки – это средство. Изменения – это результат. В играх это сложнее, чем в пассивных медиа, потому что персонаж – это часто сам игрок или его аватар. Автор не может просто написать «и тогда он понял». Понимание должно произойти у игрока. Лучшие игровые нарративы создают условия, в которых игрок сам проходит через трансформацию. Его взгляды на происходящее меняются. Он начинает видеть вещи иначе. Это сложнее, но и вызывает более сильный эффект. Давайте соберем все вместе. История – не украшение информации, а базовый способ человеческого мышления. Мы – homo narrans. Нарративное мышление предшествует логическому и дополняет его. Истории запоминаются лучше фактов, потому что память организована вокруг историй. Новая информация встраивается через связи с существующим нарративом. Мы автоматически видим причинность и намерения даже там, где их нет. Это эволюционные преимущества, превратившиеся в способ понимания мира через нарратив. Истории – это симулятор опыта. Они позволяют прожить то, что в реальности было бы опасно, недоступно или невозможно. Это тренировка для жизни. На нейробиологическом уровне истории меняют химию мозга и синхронизируют сознание рассказчика и слушателя. Некоторые структуры, вроде путешествия героя, повторяются в разных культурах. Это не магическая формула, но паттерн, резонирующий с человеческой психикой. Игры создают уникальную возможность для интерактивного и эмерджентного нарратива, а настольные ролевые – пространство для коллективного соавторства историй. 3 практических принципа, которые вытекают из всего, что мы обсудили. Первый – думайте причинностью, а не хронологией.
Недостаточно, чтобы события следовали друг за другом, они должны вызывать друг друга. И тогда слабо, потому что и поэтому сильно. Каждое событие должно быть следствием предыдущего и причиной следующего. Второй – дайте прожить, а не только узнать. История – это не передача информации о том, что случилось, это создание условий, в которых слушатель или игрок проживает опыт. Не рассказывайте, что персонаж боялся. Создайте ситуацию, в которой игрок сам почувствует страх за персонажа. Третий – изменение – это смысл. Задайте себе вопрос, что изменится к концу истории. Если ответ – ничего, истории нет, есть только события. Персонаж, мир, понимание игрока, что-то должно стать другим. Это другим и есть то, ради чего история существует. И напоследок, почему все это важно? Не только для того, чтобы делать игры лучше. История – это то, как мы понимаем себя. Ваша идентичность – это история, которую вы рассказываете себе же о себе. Откуда вы пришли, через что прошли, куда движетесь, почему делаете то, что делаете. Без этой истории нет связанного «я», только набор разрозненных моментов. Истории – это то, как мы понимаем друг друга. Мы не можем залезть в чужую голову, но мы можем услышать чужую историю и на время стать ее частью. Это основа эмпатии и социальной связи. Истории – это то, как мы понимаем мир. Наука дает факты, но смысл фактам придает нарратив. История прогресса, история упадка, история борьбы – это все фреймы, через которые мы интерпретируем реальность. Создавая истории в играх, в настольных ролевых играх, в любом медиа, вы занимаетесь не только развлечением. Вы занимаетесь тем, что делает нас людьми. Закончу, с вашего позволения, короткой историей. Десятки тысяч лет назад в пещере, освещенной огнем, кто-то рассказывал историю, мы не знаем о чем, может быть, об охоте, может быть, о духах, может быть, о предках или звездах. Слушатели сидели вокруг, и их мозги синхронизировались с мозгом рассказчика. Они проживали то, чего не видели, учились тому, чего не испытали сами, становились чем-то большим, чем были. Сегодня форма изменилась. Пещеру заменил экран или игровой стол, огонь, электрический свет, но суть осталась та же. Мы собираемся вместе, чтобы рассказывать и слушать истории, чтобы на время стать одним сознанием, чтобы прожить то, что иначе было бы недоступно. Вы продолжаете традицию, которая старше письменности, старше городов, возможно, даже старше языка в его нынешней форме. Это древняя и важная работа. Удачи вам в ее выполнении.